Всем привет! Дождался посылку. Заказывал почти 3 месяца назад. Я думал, уже все, китайцы ее потеряли и мне ее не получить. А заказывал я ее еще не через Алик, а через ихний сайт, ну то есть сайт магазина. Он также есть на Алишке, но почему-то получилось у нас так, что мы его заказывали именно через ихний сайт. Тем не менее, она у меня на столе. Вот такая вот интересная штуковина. И я рад, что она доехала. Давайте поближе. Что это и для чего это, я думаю, уже многие знают и многие купили. Вскрываем ее вот таким вот образом. Сделана коробочка а-ля в стиле прям для распаковки. Оп. Ждем. Туговато. Давай. Оп. Есть. Чуть-чуть повредили. Ну, я так понимаю, каким-то винтиком. Значит, что это? Это у нас нижний подогрев со всеми трафаретами для серии iPhone X и им подобные. И покажу, что у нас тут в комплекте должно быть. Сам нижний нагреватель. Выглядит он, в принципе, достаточно просто. Обычный столик из такого материала, который у нас не плавится. И платформа сделана по принципу универсальности. То есть сюда примагнитили другую и получили следующий столик. В комплекте у нас вот такие вот штуковины. 1, 2, 3, 4. Прям жир жиром. Здесь есть просто все под все последние айфоны. И просто кайф. Также еще какая-то платформа. Сейчас все покажу, все достану. Это уже под микросхемки, под Face ID. Так. Давайте коробочки будем убирать в сторонку, чтобы они нам не мешали. Кабель для подключения питания здесь выполнено через вот такой вот штекер. Так, вентилятор дует, задувает. Давайте по платформам посмотрим, что тут есть. Значит, 13 Pro Max, 13 Pro. Вот так выглядит платформа. Сюда, соответственно, ставим материнскую плату. Далее ставим вот так вот этот трафаретик, накатываем и можем прям сразу его установить вот сюда. Хоп, и ждать, когда это все накатается. Можем так сделать. Можем, соответственно, также накатать, поднять и задуть феном. А потом уже непосредственно половинить платки. Давайте посмотрим, что тут еще есть. Так, 13. Комплектация прям богатая в плане того, что отдельно одни трафареты стоят, наверное, стоимость этого всего. Так. Дальше. 13 мини. Тринашка. 13 мини. Кайф. Кайф, просто кайф в том, что есть все, что нужно. То есть максимальное количество используемых телефонов. И не нужно никаких дополнительных платформ. Вот каждый раз покупать под вот эту. Хотя Sunshine меня вот этот вот прям устраивает. Очень все на нем удобно делать. На это еще не знаю, но тут именно больше упиралось в то, что тут есть все трафареты и удобные трафареты в плане того, что накатывается X, XS, XS Max.
Также сейчас все это оденем. Красота. Следующий. Так. И подписано все, самое главное. Это 12 Pro Max. Pro Max. Двенашка Pro. Так. Чем еще богаты? Вот эта платформа самая тяжелая, очень толстая, 12 мини. Прям серьезный на ней такой отвод. Видите, толщина прям. Если брать, допустим, ту же самую двенашку, у нее очень тоненький отвод, здесь толстенный, и здесь тоненький, здесь тоже толстый. Это у нас 13 Max тоненький. Так, дальше, ну, наверное, 11 остался. 11 Pro Max, тоже тоненькая платформа. Так, вот такая вот комплектация. Ну и под фейс. И сейчас какую-нибудь плату найдем. Какая-то валяется. Не то. Нам нужна, по сути, нижняя часть, да, чтобы накатать все это дело. Под рукой разобранное. Сейчас что-нибудь, если найду, вложить. Ладно, не будем искать. Трафарет, в принципе, внешне достойно выглядит, без каких-нибудь претензий. Вообще механик, в принципе, неплохие вещи делает. Достаточно все аккуратненько, бюджетненько и, что самое главное, рабочий. Так, вилка без европереходника, китайская, квадратная, версия 220 вольт. Давайте попробуем испытать. Во-первых, вот эта вот платформа, она походу просто платформа, то есть тут что угодно кладем, греем. Платформа под фейсы, крепится, я так понимаю, вот так, чтобы не болталось без излишков. Версия двенашка. Давайте тут попробуем. Да, все элементарно просто, обычными крепежами, вот таким образом. Попадает в кадр, а то не знаю. Так, ну в целом принцип работы обычный. Подтянули, подняли. Так, по платформам понятно. Давайте включим вообще, работает или нет. Так, на выключателе, я думаю, ничего нету. Там, скорее всего, обычная переменка. Тик. Так, то ли не контачит, то ли не знаю. Мультик показывает всего 12 вольт. Странно, что там 12 вольт. Пробуем. Так, платформа не включилась, не показывает. Скорее всего, у меня просто не контачит.
Переключаемся, давайте еще раз замеряем. Все-таки интересно, сколько там. Все, 220 вольт, все как положено. Просто штекер аккуратненький такой, чтобы было более мобильно все. Так, поехали. Наверное, тепловизором, да, посмотрим, чтобы всякие термопары не искать. Так, по режимам 210, 220. Тут стекло, оргстекло. Минимальное 40 градусов. Максимум 280. По-моему, здесь в Sunshine минимальная 100, максималка где-то, по-моему, также было 280. 280 максималка. SST T12 то же самое. Минимальный порог, только тут можно больше выставить. Так, давайте выставлю на рабочую. Примерно 180 градусов рабочая температура именно по столу Sunshine. По этому столику вот обычно работаем на 180 градусах. Здесь же будет через, соответственно, пластину. Поэтому здесь, скорее всего, температурный режим надо будет ставить больше. Так, давайте через тепловизор посмотрим, что он сейчас указывает нам. Так, линзочку я сниму. Так, температура 27, это показывает, скорее всего, окружающую. Надо выбрать температуру и как-то включить ее. Сейчас посмотрим. Угу, все, пошла температура. 210 у нас. Давайте сделаем 280. Как он ее зафиксирует. 280. Так, пошел нагрев. Давайте все-таки подальше. И будем через тепловизор смотреть. Пятно нагрева от центра по большей части. Так. Надеюсь, видно. То есть показывает 100 градусов. По столу уже 120 градусов. На термопаре на самом показывает 87. Пятно нагрева явно вот в этой области. То есть где-то вот тут. С этой стороны меньше нагрев. Я вот даже скажу, вот эта часть практически без нагрева, но пальцем-то, конечно, коснемся, нагрев будет. Давайте посмотрим в этой области сколько. Так, вот как раз по краям показывает все верно. Так же, как и на термопаре. То есть, если вот брать ближе к левому углу, показывает 158. В принципе, тепловизор то же самое передает. Если брать вот пятно в центр, тут уже 200 градусов есть нагрев. Достаточно так серьезно.
Если брать по краям, примерно те самые градусы, которые показывает. Давайте кинем одну платформу, к примеру. Давайте тоненькую, 11. По нагреву произвел звук какой-то. Кинем платформу. Так, давайте сейчас я все-таки найду. Где-то донорская плата была. Да, есть донор. Так, у нас XS Max. Ищем XS Max. 13 серия. Иксовая серия. И Max, соответственно, здесь же. Что мы делаем? Вставляем вот так вот плату. Все достаточно ровненько. Давайте попробуем еще и трафарет. X-Max трафарет. Заодно и посмотрим, насколько все сходится. По трафарету все четко сходится, ровненько. Накатывать не буду, просто положим и посмотрим по нагреву. Так. Нагреватель надо, наверное, перед тем, как нагревать, платформу заранее вставлять. Разница в расширении. Видите, платформа уже тяжело идет. Сейчас я ее подвину как-нибудь. Так, чтобы у нас температура совпала. Уже горячая. Угу, так. Это, с вашего позволения, уберем. Так, короче, нюанс сразу видно, что надо перед тем, как нагревать надо это все вместе. Так, не хочет, не лезет. Давайте ради интереса другую платформочку поставлю. Ну, скорее всего, будет тот же самый эффект. Уже прогрелось достаточно сильно. 200 все-таки градусов. Так, давайте выключим. Не знаю, как это нажимается, но я думаю, кнопочкой удержания минус. Да, все, температура пошла убывать. Другую давайте платформу попробую надеть. Думаю, эффект будет такой же. Да. При нагреве, видите, платформа расширяется и немножко ушло. Вот, не сходится. Сейчас остудим. Попробуем заново одеть. Так, для ускорения сделаем следующим образом. Время у нас эфирное, не резиновое, поэтому пуляем вот такой девайс. Горячий. Прям как с жалом не получится, прям быстро перекидывать. То есть с одним аппаратом поработали, далее уже перекинули. Вентилятором быстро
достаточно. Железячка алюминиевая. Уже в руках можно держать. Давайте и тут. Сразу скажу, перед тем как купить какое-то оборудование именно с подогревами, всегда убедитесь на каком-то доноре, на каких режимах вам удобно работать тепловых. То есть сразу не паять клиентский аппарат, какой-нибудь донор располовинить, обратно собрать. То есть какую-то закономерность и статистику для оборудования нужно иметь в виду, потому что на одной плате можно работать на 180 градусов, на другой 220 мало, а на той, которая 220, максимальный режим 180, 220 может уже навредить, и аппарат поплавится. Так, показывает 64 градуса. Давайте попробуем платформу одеть. Да, видите, все четко. То есть какой принцип? Теперь включаем. При удержании плюс включается температура, при удержании минус температура уменьшается. Тут режим, соответственно, выставляем нужный. Давайте 160 оставим, посмотрим, как тут дело пойдет. Тут припоя, правда, нету. Ради прикола давайте нанесем сюда буквально капельку, потом все это я уберу, почищу. То есть вот это припой именно низкотемпературный для вот этих половинок. Давайте вот так вот размажем с этой стороны. Немножко с этой. Так, больше меня интересует вот эта часть. Она меньше прогревалась. И поэтому сейчас туда тоже припои положим. Все. Ну и ждем, что будет, какой результат. Так, увеличиваемся. Давайте до состояния, что может камера передать. Ну, плюс я еще подсвечу чем-нибудь. Так, припой пока не плавится, давайте тепловизором посмотрим. Так, 150 пишет по прибору, по нижней подложке, да, 140 сейчас показывает. 140. Значит, данные можно вот эти вот во внимание брать по нагреву не самого низа, а именно вот этой пластины, скорее всего. То есть, если вот наводить на пластину, 146 градусов показывает примерно. 147, 148. И даже вот в этом левом нижнем углу примерно те же самые показатели. На плате у нас 120 градусов, 127. То есть до 140, в принципе, мы ее можем прям смело прогревать и работать с ней. По краям на припое навожу. Сейчас вот я не знаю, будет он плавиться или нет. Примерно в диапазоне припоя на 140 градусов. Вот. Ну, припой тут пока что ничего не расплавился. Нагрев достаточно быстро произошел. Добавляем до
Так, это у нас 11 Pro Max. На том столе я работал на 180 градусах. Давайте здесь то же самое сделаем, посмотрим, что будет. Так, низ пошел нагреваться. В пике, где у нас сама платформа 170 показывает, кстати, стало и на самой платформе цифры показывать. Есть такая еще вероятность, что надо первое время там столику дать прогреться, так же как с термопро. Вот я там самый первый ролик, когда получил станцию нижний подогрев по термопро, жаловался, что у нас стол немножко шатается, именно рабочая зона, оказывается, его нужно было прогреть, и как бы стол все зафиксировался и больше не шатается. 199 пишет на вот этой точке, у нас сейчас выставлено 180. По платформе вот этой вот у нас показывает 162, 163, 170 вот в этой части. И сам низ, давайте постараюсь на плату навестись. Вот 140 градусов на плате у нас. градусов. Все, и припой, обратите внимание, начал вот он расплавляться. В этой части уже расплавился, вот он. А вот в этой вот только начинает, но тоже пошел, смотрите, вот. Сейчас я вам увеличу и покажу. Еще фонарик добавим. Так, надеюсь, видно. Можем еще, наверное, сделать. Вот он. Есть припой, вот он тоже пошел, плавится. В целом нормально. И смотрите, платформа прогрелась и стала тоже какую-то формочку иметь. Немножко прогибается, но вроде не критично, вроде все на своем месте. Сейчас я ее даже, наверное, вытащить мы можем. Да. То есть, когда она прогревается именно со столиком, мы без труда вытащим нижнюю платформу. Если, я думаю, вытащить платформу сейчас на горячую и вставить другой столик, то если другой столик вставить, я думаю, он не встанет. Ну, сейчас попробуем. Тем не менее, плата горячая, нижняя. Поставим сейчас на термостойку коврик и попробуем вытащить. Так, это без труда. А вот новую поставить сейчас посмотрим. Вот. Все, новая, видите, уже не вставляется. То есть нужно ждать, когда у нас стынет. Расширяется вместе со стойками. Поэтому нужно дожидаться, что остыл. Так, я не знаю, там видно было, не видно. То есть вот. Нельзя одеть, видите, уже уходит. То есть нагрев производится именно с нижней платформы. Ну, короче, смотрите, что дальше. Цвет поменяла вот эта вот штучка. Не знаю, передает камера или нет. То есть после прогрева она стала такая фиолетовая, а это более синяя, та, которая не нагревалась. Не знаю, после остывания какая-то поменяет цвет или нет, но для работы это мне не важно. Важно только вот эта вся комплектация и то, что можно аккуратненько все это накатать в красивом трафарете, в удобном. Раз-раз, все накатал, поставил на подогрев, нагрел и все сделал. В общем, комплектация пушка. Будем пробовать работать. Дальше уже отзыв какой-то дополню. В целом, пока что вот такое вот устройство. Все, я думаю, по функциям тут особо никаких нету. Сейчас она уходит в нижний порог температуры. И все. Термодатчик можно прям, думаю, отключить с кнопки, и он потухнет. Дальше нам отслеживать нет смысла на понижение температуры. Сам стол, в принципе, нормально. Низ горячий. Тут работать можно. По высоте невысокий. То есть можно работать и на уровне руки. Можно даже сделать еще
какой-нибудь сюда. Вот как вот этот резиновый столик, и четко работать можно будет. Так, ну в принципе все. Весь обзор, что пришло, показал. Слава богу, что пришел. Я уже думал все списывать. Так, ссылочку добавлю на сам магазин, где покупался, но заказывать старайтесь через Алекс. Все-таки там какие-то гарантии, можно отспорить, если что-то не пришло. Если через их сайт, как я делал, то есть тут уже как бы китайцы ни за что не пойдут на то, чтобы вам какие-то там деньги возвращались. А через Алекс все-таки есть какие-то гарантии. А если есть возможность купить вообще где-то по РФ, то еще проще и быстрее. Все, на этом все. Всем пока, до новых видео.